Привет! Люди на планете почему-то с завидным упорством продолжают верить в то, что вода везде одинаковая и ведет себя одинаково предсказуемо. Расплата за такую уверенность иногда оказывается куда серьезнее легкого испуга. Океан не прощает вольностей, особенно когда речь идет об охоте в месте, где ты никогда до этого не нырял. Сегодняшний герой убедился в этом на собственной ноге. В буквальном смысле недооценил риск, но потом честно признал, что винить в случившемся нужно только себя. Главного участника этого рассказа зовут Генри Гибс. Он из Новой Зеландии. Парень работает профессиональным шкипером в Окленде и уже несколько лет ведет блог про рыбалку, подводную охоту и морские приключения. Год назад он ушел с офисной работы, чтобы полностью посвятить себя съемкам на воде, под водой. Ну, вы поняли. К моменту происшествия у него было около 105 тысяч подписчиков в Инстаграме и еще почти 30 тысяч в Фейсбуке. Аудитория, которая знает, как обычно выглядит его работа в кадре. Важная деталь – это была не рутинная охота у знакомого рифа, а первое погружение на этой локации. Местных повадок акул он не знал, а в океане, как мы дальше увидим, такая разница может стоить очень дорого. Дата – воскресенье, 19 июля 2026 года. Место – воды у острова Фиджи, архипелага в южной части Тихого океана. Локация считается одной из мировых точек притяжения для дайвинга и подводной охоты благодаря нетронутым рифам и обилию крупной морской фауны. Точные координаты Гибс не называл, однако некоторые опытные дайверы и подводные охотники, знакомые с акваторией Фиджи, по опубликованному видео предположили, что съемка могла вестись в районе Порт-де-Нарау, недалеко от города Нади, где расположены популярные рифы и регулярно проходят погружения. Официального подтверждения этой версии нет, поэтому воспринимать ее следует именно как предположение. Известно лишь, что группа работала у рифовой стены, а затем сместилась в более открытую синюю воду в поисках крупной добычи. Первый час или два прошли относительно спокойно. Обычная подводная охота, несколько просто шикарнейших промахов по рыбе, а потом они пошли на глубину, туда, где вода чище, и вот как раз там начали появляться серые рифовые акулы. И не одна, а сразу несколько. Само по себе это не редкость для рифовых экосистем Фиджи. Присутствие акул рядом с ныряльщиками абсолютно считается рабочей ситуацией, и большинство животных, как правило, быстро теряют интерес. Но одна из этих акул осталась. Она была относительно небольшой, чуть больше 1 метра, и вот тут появляется как раз первый настоящий сигнал тревоги. Она не просто крутилась рядом, а начала описывать все более тесные полукруги вокруг группы и становилась заметно более возбужденной. В какой-то момент животное рвануло в сторону лодки на поверхности. Сам Гибс потом предположил, что зверя постепенно взбудоражили шум судна, звуки гарпунов и общее движение в воде. Точная причина, конечно, неизвестна и, скорее всего, останется неизвестной, но это тот момент, который определил все, что случилось дальше. Гибс сам уже после инцидента признал, он решил, что акула такого размера не может представлять серьезной угрозы, и ориентировался на опыт из вод Новой Зеландии, где акулы в среднем ведут себя куда спокойнее, и перенес этот опыт на совершенно другую экосистему. Именно это ожидание, по его собственным словам, и стало ошибкой. Но погружение не прервали. Акула продолжала кружить, а затем все изменилось за считанные секунды. Хищник обошел направленное на нее ружье сбоку, поднырнул под охотника и зафиксировал свои зубы на задней части его правой голени. Дальше произошел тот самый диафрол, о котором расскажет Гибс. Он говорит, что услышал собственный крик еще до контакта. Последнюю долю секунды он уже понимал, что происходит, и это слышно на записи. На видео
Видно, как он теряет контроль над камерой и начинает биться. Именно в этот момент друзья Колби и Дэн среагировали, подплыли и вытащили его из воды. Как именно акула разжала челюсти, источники не уточняют. Известно только, что хватка была сильной, но недолгой. А полную версию Генри пока не публиковал, потому что говорит, что она слишком графичная. Дальше несколько минут, которые определили, сохранит ли человек ногу. Друзья подняли его на лодку и сразу начали останавливать кровотечение. Эти действия подводный охотник потом назовет важнее любых разговорах о причинах нападения. Правильно укомплектованная аптечка и люди рядом, которые умеют ей пользоваться. В такой ситуации это решает больше, чем что-либо еще. С лодки его доставили в марину порт Денарау. Кстати, свидетель на берегу, тоже новозеландец, рассказал, что видел серьезный укус на икре и предположил, что это могла быть акула-белоперка, хотя сам Гибс говорит, что это серая рифовая акула. Около 6 часов вечера пострадавшего забрала скорая. Его сначала лечили на Фиджи, а затем перевезли в Окленд. Итог по травмам: 4 операции и 1 пересадка кожи на поврежденный участок голени. При этом врачам удалось сохранить полную функцию стопы. Прогноз, несмотря на тяжесть раны, оказался хорошим. Уже с больничной койки он написал в социальных сетях, что не держит на акулу никакого зла, потому что находился в ее среде и охотился на ее же добычу. Просто не повезло с местом и временем, как он выразился. Никакой демонизации животного, наоборот, он пообещал разобрать собственные ошибки публично, чтобы кто-то другой не повторил его путь. Традиционно немного статистики. По данным международных баз, на Фиджи произошло около 58 неспровоцированных нападений акул. 36 человек пережили эти нападения, а в 22 случаях пострадавших спасти не удалось. И если разложить эти инциденты по видам активности, то именно подводная охота с гарпуном занимает первое место, 15 зафиксированных происшествий относительно любой другой активности в воде. Среди видов акул, которые чаще всего фигурируют в фиджийской статистике, на первых местах тигровая акула, белая акула и серая рифовая акула, тот же вид, что атаковал Гибса. Несколько историй из этого же региона показывают, что это далеко не единичный случай. В мае 2012 года 20-летний Тивита Набаризи занимался подводной охотой у рифа Матакуку, неподалеку от острова Тавиуни. По рассказу его родственника, Набаризи только что подстрелил рыбу, когда акула атаковала его сбоку и укусила в область виска. Но он сумел отбиться и доплыть до остальных членов группы. В марте 2011 года 30-летний Мерети Джеки нырял за рыбой в прибрежных водах района Уду на острове Вануа-Леву. Атаковавшая акула настолько серьезно повредила ему левое предплечье, что врачам пришлось ампутировать конечность в больнице Лабасы. А в 2020 году местного спортсмена Марка Уэйкхэма, известного в округе подводного охотника и серфера, дважды укусила одна и та же бронзовая акула-молот у прохода фрегат возле острова Бенга. Акула укусила, отошла и, что бывает крайне редко, вернулась и укусила ту же руку еще раз. Есть и случаи другого рода, уже не про подводную охоту, а про организованный дайвинг с прикормкой акул. В 2019 году во время экскурсии на дайв-сайте Собор в лагуне Бенга тигровая акула длиной около 4 метров вместо приманки вцепилась в баллон одного из туристов. И формально это другой сценарий, там акул специально приманивают для шоу, но вывод остается тем же. Воды Фиджи населены крупными и активными хищниками, а подводная охота – самая рискованная человеческая активность именно из-за крови и вибраций в воде. Теперь вернемся к самому Гибсу, потому что он не просто рассказал о произошедшем, а честно разобрал собственные ошибки.
Если акула демонстрирует явные признаки возбуждения, сужает круги, делает резкие рывки, атакует в сторону лодки, это не повод наблюдать из-за любопытства, а сигнал немедленно заканчивать погружение. Нельзя судить об опасности акулы по ее размеру. Относительно небольшая по меркам океана рифовая акула нанесла человеку травму, которая потребовала 4 операций. И, наконец, еще один практический вывод из этой истории. На борту обязательно должна быть аптечка для остановки кровотечения, а рядом люди, которые действительно умеют ею пользоваться. Гипс восстановился и уже вернулся на воду, но теперь, прежде чем нырнуть в новом месте, он первым делом расспрашивает местных про повадки акул, еще до того, как достанет ружье. По его словам, если бы он это сделал 19 июля, то вся эта история вообще могла бы и не случиться. Положа руку на сердце, это одновременно героическая, счастливая и где-то даже безрассудная история, но самое главное, что человек жив и сохранил все конечности. Признаюсь честно, пока смотрел на эти кадры, я искренне переживал за этого парня, потому что по ту сторону экрана все воспринимается совершенно иначе. И эта история еще раз напоминает нам о безопасности, которую нужно соблюдать всегда, потому что красивой записи нападения могло бы просто не существовать. И на этом будем заканчивать. Если этот ролик был для вас интересным, то не забудьте поставить лайк и, конечно, подписывайтесь на канал, если вам нравятся такие подробные разборы реальных событий. Всего вам самого доброго, до новых выпусков и пока.